Тбилиси – самый большой город и столица Грузии, и сегодня я покажу вам мой личный топ самых интересных мест здесь. Одна из главных достопримечательностей Тбилиси – это, конечно же, старый город, и сейчас мы вам ее покажем. Улочки, очень много кафешек здесь. Тбилиси расположился в самом сердце Кавказа среди живописных гор. А город год от года становится все более интересным для туристов и вызывает искреннее восхищение от путешественников со всего света. Старый город – это одно из самых красивых мест в Тбилиси. Старый город просто сказочный. Уютные улочки, кафешки, серные бани, церкви. Очень самобытно. Рекомендую просто погулять и насладиться этой атмосферой. Грузинский секонд-хенд. Вы не пройдете мимо этого места. Район Метехи – один из самых старинных районов Грузии, где когда-либо жили люди. Он построен на скале на берегу реки Куры. Метехи был населен еще при Вахтанге Гаргасале, который основал здесь свой дворец. Название Метехи переводится как «вокруг дворца». Храм Метехи был возведен в XII веке. В таком виде он просуществовал до XIX века. При Берии церковь была фактически уничтожена, несмотря на многочисленные протесты. И только в 1988 году церковь полностью восстановили. Лисье озеро. В сезон здесь, конечно, очень много народу, весь Тбилиси здесь. А сейчас осень и хорошо, пляжи пустые, места много, тени много, зонтик брать не обязательно, потому что от деревьев такая тень. Теплая водичка, будем мы сегодня с Алисой плавать. Рыбки. Что мне нравится, что вообще почти никого нет сегодня. Грязь, да, такая на дне, черная. Многие туристы не знают, что здесь на озере Лиси есть серные бани, и мы сейчас чуть позже вам их покажем. Такие же серные бани есть в центре Тбилиси, и они дороже. Вода очень горячая в бассейне. Здесь горячий бассейн у нас. Сейчас мы туда залезем как-то. Еще какой-то чай. Да, а здесь можно вызвать тетю, которая сделает массаж тебе. Нам принесли вот такой травяной чаек. Чай 10 лари. Раньше около озера Лиси протекали природные термальные источники и существовала баня. В 2014 году в этом месте открыли баню Лиси. В центре Тбилиси есть похожие серные бани. Там больше туристов всегда, потому что многие туристы об этом месте на озеро Лиси просто-напросто не знают. 1 час покататься вокруг озера на таком велосипеде стоит 10 лари. Лично для меня лучшее время для посещения озера – это сентябрь. Парк аттракционов Тацминда – отличное место отдыха, если вы с детьми. Сегодня, в этот пасмурный день, мои дети привели меня в парк и будут меня мучить. Здесь куча аттракционов, и выйдем мы отсюда не скоро. Парк расположен высоко на горе. Помимо живописного вида, в парке большое количество аттракционов на любой вкус. Мама разрешила нам пойти на 3 аттракциона, а точнее я на 1, Алиса на 1 и на 1 мы вместе. При входе нужно приобрести специальную карточку и на нее положить деньги, которые вы собираетесь потратить на аттракцион. Не будешь бояться, не бойся, мама с тобой, хорошо? Мы решили первыми поехать. Заезжаем в какую-то темную. Держись. Держишься, Алиса, держись. Это поезд страха. В среднем один аттракцион стоит от 7 до 8 лари. Ну что, ты не боялась? Ты не боялась или испугалась? Чуть-чуть испугалась, да? В парке много различных ярмарок, фонтаны, тенистые аллеи. Огромное колесо обозрения, с него видно Тбилиси хорошо весь. Здесь панорамная площадка. Лучше приходить, когда уже начинает солнце садиться, все в огоньках, весь город горит, шикарный вообще вид. С этого места Тбилиси как на ладони. Самебу видно. Из парка вниз можно спуститься на фуникулере. Мы сидим на первых местах. Такой же фуникулер, как в Киеве у нас. Не боишься?
Фуникулер соединяет парк Мтацминда с центром города. Для местных это транспорт, а для туристов развлечение. Время поездки 5 минут. Два вагончика движутся в разных направлениях. Посредине пути они встречаются для остановки, откуда можно попасть в знаменитый пантеон грузинских писателей. Город видно. Мост мира – пешеходный мост через Куру. Он имеет 156-метровый стальной каркас, покрытый стеклом. Красивый мост, я ни разу по нему еще не ходила. Кстати, ночью здесь потрясающая иллюминация. Еще одна интересная локация для фото, и это место находится в начале проспекта Руставели возле отеля «Рэдисон». Район Абана-Тубани знаменит своими серными банями и необычной архитектурой. Переходим мост с замочками и попадаем в живописное ущелье. Мы идем к водопадам. Не поленитесь дойти до самого конца. В конце увидите красивый водопад. Мы сейчас гуляем в одном из мест центра. Это место называется Сухой мост. Здесь картины, как у нас в горсаду раньше в Одессе висели. Сувениры. Мостовая, я пытаюсь Алису утрясти. Место художников. Здесь же рядом находится знаменитый блошиный рынок Тбилиси. Считайте, что вы не были в Тбилиси, если хотя бы раз не посетили Серную баню. И сегодня мы идем в баню номер 5. Она называется Нарикала. Одна из лучших бань. Есть отдельные залы, они стоят 70 лари в час и 110 лари в час. А есть общий зал, 6 лари с человека. Мы идем в отдельный зал за 70 лари, а 110 это с саунами, с горячим и с прохладным бассейном. Вот мы заходим, и здесь у нас отдельный вот такой вот небольшой бассейн сероводородный. Смотрите, какие потолки здесь, мозаика, пар. Сейчас вода немножко охладится. Сможем залезть, потому что вообще настолько жарко. Вот сейчас, спустя 10 минут, уже стало терпимо и можно хотя бы рукой спуститься. Вода идет холодная с этого крана, а снизу там труба, откуда идет термальная сероводородная вода, и она не прекращается, ее подача. Из-за этого дети пока окунуться не могут. В квартале Абана-Тубани насчитывается около десятка парных. Наиболее популярные это пестрая баня, царская, Нарикала, Ираклиевская. Интерьер бани выполнен в восточном стиле. Все, водичка стала приятной для Алисы. Алиса, привет! В бане номер 5 есть общие залы, отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Они стоят 6 лари с человека, но для украинцев бесплатно. Там бассейнов нет, только душевые, серный душ получается, горячий тоже ты обмываешься, а потом можешь пойти в любой обычный душ. Ну, я считаю, что лучше, конечно, идти в отдельный зал за 70, это оптимальный вариант. Лично мы успели побывать только в 3 банях, к сожалению. Цминда Самеба, второй после Цветисхавели, кафедральный собор Грузинской православной церкви, который находится в Тбилиси на холме Святого Илии. Построенный в 2004 году собор Святой Троицы называют символом Новой Грузии. Собор, чья красота и размеры захватывают дух.
Ночной старый Тбилиси. Это нереально красиво. Обязательно найдите время для такой прогулки. И есть еще очень много красивых мест в Тбилиси, которые я не успела вам показать. Это канатная дорога и крепость Нарикала, Черепашье озеро. Пусть это будет поводом вернуться в Тбилиси еще раз. На моем канале вы найдете много выпусков из Грузии, море и горы, солнечную Аджарию и снега Сванети, родину вина Кахетию.